Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Мы привыкли воспринимать космос как нечто бесконечно далекое. Безмолвный театр, за которым мы наблюдаем через линзы телескопов. Нам кажется, что мы находимся в безопасности за двойным щитом атмосферы и магнитного поля Земли. Но границы между нашим домом и бездной гораздо прозрачнее, чем мы привыкли думать. Октябрьское небо над Атлантикой казалось спокойным. Airbus от 320 компании JetBlue уверенно шел на крейсерской высоте, когда в доли секунды реальность внутри кабины превратилась в хаос. Самолет внезапно просел, потеряв высоту так резко, будто наткнулся на невидимую стену. Пассажиры, не успевшие пристегнуться, ощутили на себе всю ярость инерции. Следственная комиссия и инженеры Airbus столкнулись с загадкой. Системы самолета были исправны, погодные условия идеальны. Первой версией стал всплеск солнечной активности. Мы знаем, что наше светило способно извергать миллиарды тонн плазмы, которые, достигая Земли, вызывают геомагнитные бури. Но специалисты по космической погоде развели руками. В тот день Солнце дремало. Тогда на стол легла гипотеза, напоминающая сценарий научно-фантастического триллера. Single Event Upset, SEU – одиночный сбой, вызванный внегалактическим гостем. Где-то в миллионах световых лет от нас взорвалась сверхновая. Она выбросила крошечную частицу, протон или ядро тяжелого элемента, разогнанное до околосветовых скоростей. Этот космический луч пронзил пространство, прошел сквозь обшивку самолета и попал точно в кремниевый кристалл процессора. В цифровом мире все сводится к нулям и единицам. Столкновение частицы с транзистором вызвало инверсию бита. 0 стал единицей. Система управления получила ложную команду и на мгновение отклонила рули высоты. Это напоминание о том, что на высоте 10 тысяч метров мы – лишь хрупкие гости в потоке невидимой радиации, пронизывающей Вселенную. Пока инженеры на Земле переписывают коды защиты от радиации, в 600 миллионах километров от нас – на ледяном спутнике Юпитера Европе разворачивается иная драма. Европа – это мир-океан, закованный в панцирь из льда толщиной в десятки километров. Недавно в кратере Мананнан ученые обнаружили нечто странное – структуру, которую окрестили пауком. От центральной точки во все стороны расходятся фрактальные, светящиеся лучи, напоминающие застывшую вспышку или гигантскую снежинку. Исследование, опубликованное в The Planetary Science Journal, предлагает земную аналогию. Зимой на замерзших озерах Земли иногда возникают озерные звезды. Когда на тонкий лед ложится тяжелый слой снега, а снизу под давлением пробивается вода, она не просто вытекает лужей. Она ищет пути наименьшего сопротивления, вырезая во льду и снеге причудливые ветвистые каналы. На Европе этот процесс был масштабнее. Миллионы лет назад астероид ударил в поверхность, создав кратер и на мгновение превратив твердый лед в кипящий рассол. Под дном кратера образовался карман незамерзшей соленой воды. Со временем, когда лед вокруг начал замерзать и расширяться, давление внутри кармана стало критическим. Вода пробила путь наверх, к вакууму, и растеклась под слоем поверхностного регрегата, создав паука. По миссии Europa Clipper и JUICE, которые уже находятся в пути или готовятся к старту, скоро покажут нам эти узоры в деталях. Если гипотеза верна, пауки – это дорожные карты, указывающие на места, где океан Европы находится ближе всего к поверхности. Вселенная не ограничивается ледяными лунами. За пределами Солнечной системы мы находим миры, которые бросают вызов нашему воображению. Представьте планету, вращающуюся вокруг пульсара, мертвой сверхплотной звезды, которая вращается сотни раз в секунду. Эта планета совершает полный оборот вокруг своего Солнца всего за 8 часов. Из-за чудовищной гравитации пульсара она буквально деформирована. Это не шар, а вытянутый лимон или мяч для регби. Ее атмосфера – это адская смесь гелия и углерода. Ученые полагают, что под воздействием колоссального давления и температуры недра этой планеты могут состоять из чистого кристаллического углерода. Перед нами алмазная планета, которую медленно пожирает ее собственная звезда. Но космос умеет быть и кинематографичным.
Недавно телескопы зафиксировали редчайшее явление – планету в системе двойной звезды, настоящий аналог Татуина из «Звездных войн». Обычно планеты в таких системах либо выбрасываются в межзвездное пространство, либо падают на звезды. Но эта планета нашла островок стабильности, невероятно близко к своим светилам. Она стала одной из немногих экзопланет, которую удалось сфотографировать напрямую, а не просто вычислить по косвенным признакам. Глядя еще дальше, в центре галактик, мы видим сверхмассивные черные дыры. Долгое время оставалось загадкой, почему одни из них спят, оставаясь тихими и невидимыми, а другие превращаются в ослепительные квазары, сияющие ярче целых галактик. Данные нового космического телескопа Euclid подтвердили старую догадку – черных дыр включает война. Точнее, слияние галактик. Когда две галактики начинают сближаться, их гравитационные поля перемешивают газ и пыль. Вместо того, чтобы спокойно вращаться по орбитам, колоссальные объемы материи устремляются к центру, прямо в пасть черной дыре. Исследование показало, что в сливающихся системах активные ядра встречаются в несколько раз чаще. Это момент пиршества, перед тем, как две галактики станут одной, а их черные дыры сольются в еще более жутком танце. В центре почти каждой галактики спит сверхмассивная черная дыра. Наша, Стрелец А, ведет себя тихо. Но есть галактики Сейферты, чьи центры сияют ярче всех звезд. Что служит будильником для этих монстров? Данные нового телескопа Euclid подтвердили гипотезу космического каннибализма. Исследование тысяч галактик показало, как только две системы начинают сближаться для слияния, черные дыры в их центрах вспыхивают. Гравитационная чехарда сбивает газ с насиженных орбит и направляет его в центр. Дыра начинает поглощать материю с такой скоростью, что вокруг нее формируется аккреционный диск, разогретый до миллионов градусов. Это превращает галактику в активное ядро, AGN. Мы получили прямое доказательство. Хаос слияния – это это главный источник питания для самых прожорливых объектов во Вселенной. Но самое потрясающее открытие произошло в августе, когда детекторы гравитационных волн LIGO, Virgo и Кагра поймали дрожь самой ткани пространства-времени. Событие было странным. Масса объектов, участвовавших в столкновении, были слишком малы для черных дыр, но необычны для нейтронных звезд. Когда же астрономы навели на это место оптические телескопы, они увидели нечто небывалое. Сначала вспышка вела себя как килоновая. Характерный свет от слияния двух нейтронных звезд, где рождаются золото и платина. Но затем она внезапно сменила спектр и начала сиять, как мощная сверхновая. Взрыв гигантской звезды. Ученые предложили концепцию, которая может перевернуть наше представление о смерти звезд. Сверхкилоновая. Сценарий выглядит так. 1. Жила-была массивная, невероятно быстро вращающаяся звезда. 2. В конце жизни ее ядро сколлапсировало, но из-за бешеного вращения оно не просто сжалось, а разделилось на две части, как капля ртути. 3. Внешние слои звезды разлетелись мощным взрывом, сверхновая. 4. Внутри этого расширяющегося облака остались две нейтронные звезды, которые начали вращаться друг вокруг друга. 5. Из-за потери энергии они сблизились почти мгновенно по космическим меркам и слились, породив килоновую. Это двойной взрыв, матрешка из катастроф. Если существование сверхкилоновых подтвердится, это будет означать, что мы нашли новый способ, которым Вселенная перерабатывает материю и создает тяжелые элементы. От крошечного бита в процессоре самолета до титанического слияния нейтронных звезд внутри умирающего гиганта – все во Вселенной связано невидимыми нитями. Мы живем в эпоху, когда границы между теоретической физикой и реальностью стираются. И каждый новый сбой в электронике или странный узор на ледяной луне – это лишь еще одна буква в бесконечной книге космоса, которую мы только учимся читать. Вселенная – это не статичная картина, а грандиозная лаборатория, где микроскопические частицы управляют полетами самолетов, а столкновения целых галактик пробуждают спящих монстров. Каждое открытие, от пауков на Европе до сверхкилоновых, приближает нас к пониманию того, как из хаоса, взрывов и столкновений рождается сложный и упорядоченный мир, в котором мы живем.